Трамп зовет Россию на переговоры. Назначена новая дата. Пригласят ли Зеленского? Трамп може бути вирішальним. Страшные условия США. Вашингтон пересмотрел сделку и теперь требует от Киева больше, чем раньше. Что известно о соглашении о полезных ископаемых? Украина – буферная зона. Друг Трампа и Путина Орбан сделал скандальное заявление. Что имел в виду? Судьбоносные выборы в Германии. Уйдет ли Шольц? Масштабные протесты и атака на здание ЕС в Болгарии, а также новые штрафы в Узбекистане. Под прицелом родителей, которые незаконно будут привлекать детей к религиозному обучению. Досмотрите. Всем привет! Время Прядко. Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Буду благодарен за вашу обратную связь в виде подписки, комментариев. Делитесь также этим видео и ставьте лайки. Также под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Время начать. Итак, событие, о котором говорит мир. Трамп заявляет, что представители его администрации вновь готовы встретиться с российской делегацией. Вторые переговоры состоятся ровно через неделю после первых, которые прошли в Саудовской Аравии. По данным Евроньюз, вторая встреча назначена на 25 февраля. Вторые переговоры пройдут не в новом месте, а там же в Эр-Рияде. Украинцы вновь, судя по всему, не будут за этим столом переговоров. Трамп накануне называл Зеленского плохим переговорщиком и говорил, что ему нет необходимости участвовать в подобных встречах. Несмотря на это, Трамп делал и другие заявления. Например, о том, что Зеленскому придется говорить с Путиным, а Путину с Зеленским. Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться, потому что, знаете что, мы хотим остановить убийство миллионов людей. Гибнут молодые солдаты. Если бы вы видели снимки с поля боя, которые я видел спутника, вы никогда не видели ничего подобного. Не утихают разговоры и о заключении между США и Украиной сделки по полезным ископаемым. В Киеве заявили, что активная работа над соглашением начнется с понедельника. Изменился и тон Трампа относительно этой сделки о полезных ископаемых. Вот что он сказал. Думаю, мы довольно близки. Думаю, они этого хотят. Им это нравится. И это важно. Это крупная сделка. Но они этого хотят. Это удержит нас в той стране, и они этим очень довольны. Но мы получаем свои деньги обратно. Это должно было быть подписано задолго до того, как мы вступили в дело. Это должен был подписать Байден. Но Байден не слишком хорошо понимал, что делает. Война вообще не должна была случиться. Украинские медиа гудят и пишут о том, что США выставляют новые условия, и уже новая редакция проекта соглашения об ископаемых на порядок жестче, чем первый вариант. Об этом сообщает украинское издание «Новое время». Это потенциально крупный поворот в украинско-американских переговорах. США предлагают жесткие условия нового соглашения по природным ресурсам Украины, фактически закрепляя за собой 100% контроля над фондом, который оценивается в $500 миллиардов. При этом Украина вносит 2/3 средств будущими доходами от добычи, а США считают свой вклад уже внесенным поставками оружия. Интересно, что американцы трактуют соглашение как чисто коммерческое и не увязывают его с гарантиями безопасности или инвестициями в Украину. Киев, в свою очередь, хочет пересмотреть условия и добиться обязательств по инвестициям внутри страны. По данным источников, Украина окажется в сложной позиции и, вероятно, вынуждена будет подписать договор, чтобы сохранить поддержку США и продвинуться в вопросе мирного урегулирования. Тем временем премьер-министр Венгрии Орбан, который хвалился своей дружбой с Трампом, назвал Украину буферной зоной. Он также говорит, что именно венгры решат, сможет ли Украина вступить в Европейский Союз. Выступая в Будапеште с ежегодным обращением о состоянии нации перед узким кругом членов своей партии и сторонников, Орбан охарактеризовал Украину как буферную зону между Россией и странами НАТО и предсказал, что после окончания войны, развязанной Москвой, она вновь вернется к этой роли, несмотря на свои стремления вступить в Западный военный альянс. Украина, или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она не будет членом НАТО. Но будет ли она членом Европейского Союза? Это будут решать венгры. Украина никогда не станет членом Европейского Союза вопреки интересам Венгрии и венгров. В сети, кстати, обсуждают старую обложку издания Time. На ней Белый дом превращается в храм Василия Блаженного, который стоит на Красной площади. В номере за 2017 год
Тогда говорилось о том, как лояльность Трампа держит Вашингтон в напряжении. На сайте обложка сопровождала статью, которая была посвящена войне российских соцсетей с США. Тогда издание писало, что российские спецслужбы научились взламывать соцсети, в том числе Twitter, что давало им возможность создавать фейковые новости. Сейчас же люди считают эту обложку актуальной из-за слов и действий Трампа, который, как утверждают многие аналитики, сближается с Кремлем. Издание «Политика», например, писало, что Америка Трампа стала союзницей России. Серьезные беспорядки в Софии, в столице Болгарии. Протест против евро перерос в столкновение с полицией. Сторонники пророссийской партии Возрождения устроили акцию против введения евро в Болгарии, которая закончилась нападением на представительство Евросоюза. Протестующие забрасывали здание яйцами, петардами и краской, а также пытались поджечь вход. Полиция попыталась остановить погром, но столкнулась с агрессивным сопротивлением. По данным МВД Болгарии, пострадали 10 полицейских, 6 участников акции задержаны. В итоге протест завершился пением болгарского гимна в центре столицы. Партия Возрождения давно известна своими связями с РФ. Напомню, в начале 2024 года она даже отправляла делегацию в Москву по приглашению Путина. Германию трясет. В стране 23 февраля проходят судьбоносные выборы в Бундестаг. Своего кресла может лишиться Олаф Шольц. Ему на замену может прийти человек, который готов был поставить ультиматум Путину – Фридрих Мерц. При этом Шольц все же уверен в переизбрании, несмотря на свои слабые рейтинги. В интервью ДПА он заявил, что, как и в прошлый раз, рассчитывает выиграть, поскольку многие избиратели еще не определились. Шольц считает, что социал-демократическая партия сможет сохранить влияние, чтобы правительство продолжило работать под его руководством. Однако последние опросы показывают, что СДПГ значительно уступает конкурентам, и перспективы Шольца остаться канцлером остаются неопределенными. Я совершенно уверен, что в конце концов многие люди решат проголосовать за СДПГ. В первую очередь за избирательные округа, а во вторую за СДПГ в целом, чтобы мы были достаточно сильны, а также чтобы правительство под моим руководством могло продолжать работать. Европе нужно играть по-крупному, а не просить себе местечко за следующим столом. Нет, мы должны сидеть за главным столом и отстаивать свои интересы перед Россией, Китаем, а если потребуется, то и перед Америкой. Тот, кто придет туда как карлик, будет воспринят как карлик и отправлен домой карликом, дорогие друзья. Поэтому нам пора повзрослеть. Напомню, что Мерц, который может стать канцлером Германии, в октябре прошлого года предлагал канцлеру Олафу Шольцу вместе с Британией и Францией выдвинуть Путину ультиматум. Тогда он говорил, что Путину надо поставить условия и сказать, если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты «Таурус», чтобы уничтожить пути снабжения, которые Москва использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины. Мерц приезжал в Киев и всячески поддерживает Украину. В Узбекистане президент подписал закон, ужесточающий ответственность за незаконное привлечение детей к религиозному обучению. Теперь родители, привлекающие несовершеннолетних к обучению в неофициально зарегистрированных учебных заведениях, могут получить штраф от 1,5 до 5,5 миллионов сумов. А при повторном нарушении даже административный арест на срок до 15 суток. Согласно поправкам в закон о гарантиях прав ребенка и кодекс об административной ответственности, детям запрещено проходить религиозное обучение у частных лиц без лицензии или в незарегистрированных организациях. Власти заявляют, что мера направлена на защиту детей и предотвращение незаконной пропаганды. Однако закон вызвал обсуждение в обществе. Некоторые критикуют его как ограничение религиозных свобод, другие поддерживают инициативу, считая ее шагом к укреплению светского характера образования. А что думаете вы? Пишите в комментариях и не забудьте оставить лайк. Больше новостей за эту неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, ставьте лайк, подписывайтесь, участвуйте в обсуждениях. А если хотите помочь каналу, то оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи, друзья.